Всем доброго здравия. Погода у нас замечательная, выходной день, а тем более суббота. А что всегда в старину делали по субботам? А по субботам ходили в баню. Тем самым мы и займемся. Поедем долго-долго-долго по снежной прекрасной дороге. Ну и покажем, как это все происходит. Ну вот, наконец-то мы выехали с трассы на обычную деревенскую дорогу. Посмотрите, какая красота. Как будто попадаешь в мир волшебной сказки, знакомый нам с самого детства. Начало декабря подарило нам настоящую новогоднюю погоду. Можно любоваться бесконечно. Ну а пока вы любуетесь этими волшебными пейзажами, давайте немножечко окунемся в историческую суть русской бани. Точную дату, когда на Руси появились первые бани, никто не знает. Создается такое ощущение, что она всегда была. Так прочно связан ее образ с историей России. Кто-то считает, что на Русь баня была завезена спартанцами или арабами, а по другую сторону баррикады стоят люди, которые утверждают, что баня – собственное изобретение славян. Третья же сторона уверена, что первая баня на Руси проложила себе путь через славянские племена с востока на север. На самом деле, на Руси баня появилась задолго до славян. Геродот доказывал, что жившие в далеком прошлом древние скифы уже знали секрет бани и активно ей пользовались. Из его описания совершенно ясно, что скифы довольно часто устраивали что-то похожее на походную баню для того, чтобы помыться, вылечиться и просто расслабиться и отдохнуть. Скифы покрывали жерди войлоком, после чего скрепляли их, и получался некий шалаш. Потом вносили металлический чан с раскаленными камнями, на который кидали семена конопли, от которых сразу шел приятно пахнущий пар. Находившиеся в шалаше люди не только сильно потели, но и лечились, вдыхая душевный пар. В предвкушении бани, настоящей русской, мы преодолеваем очередные километры. Как же на улице здорово. Ну вот мы сейчас как раз съезжаем уже чисто на дорогу в деревню. Не знаем, доедем ли до места. Снега, конечно, куча. Да, до самого дома нам не доехать. Поэтому машину придется оставить тут. У нас зимой национальная деревенская одежда какая? Валенки, штаны ватные, тулуп и шапка на меху. Но мы также и оделись по погоде. Сейчас пробиваем тропу до дома. Ну а дальше лопата в руки. И делать тропинки.
Вот так. Отсюда и до вечера. Привет! Я тебе прокопал дорогу до колодца. Охрененно. Сейчас посмотрим, как там с водой Она дела. не замерзла. Нет? Офигенно вообще. А горячая, с нее пар идет. Клево. Видимо, половичок на крышке спас ситуацию. Пойдем в баню покажу. Сейчас. Давай. Это какого? О, Блин, забыл. Это... Не, на сапоги. твоего размера нет. Так ты сам надень, я туда загоню. Ну, Какая же красота вокруг. Неописуемая. Такое ощущение, как будто в нашем Простоквашино. Из далекого детского мультика. Но это наша печечка бани. Небольшая, но удалая. Довольно уютно. кто хочет сходить в баню и не носить дрова и воду, не ходите в баню. Не ищи дрова в бане. Подкинь пару дровишек. Закурила до задымила, печка-то загудела. Я про баню в огороде вам еще не пела. Ой, жара не пожар, веники дубовые. Ну что, пока топится баня, предлагаю погулять. По участку и по лесу. Ну, это сделано прорубь для купания. Она снежки солила березовой кадушке, она сучила пряжу, она ткала Ну и пойдем к колодцу. Хоть на улице и мороз, но коврик действительно спас ситуацию. Вода в колодце не замерзла. ледяной дверь скрипучая за шершавой стеной, тьма колючая, как шагнешь. Не верите? Посмотрите сами. Как порог синий-синий. А вот и коврик. Вуаля. Ничего не замерзло. Ходила на охоту, хранила серебро, сажала тонкий месяц в хрустальное ведро, деревьям шубы шила, дарила сам Уложим все на место и закроем, как было. Ибо воду мы уже натаскали. Ну что, предлагаю прогулку по лесу. Насладиться красотами и прелестями нашей русской зимы. А пока вы любуетесь этим, продолжим немножечко об истории русской бани. Повести временных лет, дошедшая нас последняя редакция, относится к
1113 году, составленный летописцем Нестором, монахом Киево-Печорского монастыря, есть документальные сведения о банях на Руси. Из фактов, содержащихся в книге «Повести временных лет» Нестора, абсолютно ясно, понятно, что баня была совершенно обычным явлением на Руси еще задолго до XII века. В этой книге Нестор описывает то, как апостол Андрей, тот самый Андрей Первозванный, первый ученик Христа, отправился к землям славян. По преданию, святой Андрей пришел на Киевский холм около берега реки Днепр, место, где сейчас находится чудесная и величественная Андреевская церковь, и начал там проповедовать Слово Божье, после чего спустился с холма и отправился вверх по течению реки. Таким образом, он зашел далеко на север, туда, где сейчас находится современный Великий Новгород. Там Андрей был поражен тем, что он увидел. Люди сидели в деревянных постройках, наполненных паром, хлестали себя и друг друга вениками, после чего выбегали голышом на мороз и бросались в снег. Посмотрите, какая красота с высоты птичьего полета. Но ведь это реально какая-то сказка. Аж дух захватывает. Такое ощущение, что вот-вот оживут персонажи Морозко. Баба Яга, Настенька, сам Морозко. Вот-вот появится. Тепло ли тебе, девица? Да ты что, старый? Очумел, что ли? Видишь, у меня руки и ноги замерзли. А вот и сам Морозко пожаловал. А вот еще один вопрос. Никто не задумывался, почему, когда сходил в баню, желают с легким паром. А издавна в народе считалось, что в парилке общей атмосферой и всеми протекающими там процессами заведует банный домовой, который не всегда характеризовался благосклонностью к посетителям. Но тем людям, которые собирались осуществить длительные очистительные процедуры в баньке, близкие желали легкого пару, надеясь, что этапы парения обойдутся без проказ духа-хранителя помещения. Ну что, нагулялись по лесу? Намерзлись? Эх, после такой прогулки самое время посетить горячую баньку. Как вы считаете? Не будем затягивать? Иван, Слушаю, ваше сельство. истопи-ка баньку. Да пожарче. Это мы справим, барыня, это мы можем. И в этом угаре русские занимаются развратом, вакханалией. Ой, Сережа, ты говоришь чушь. В банях моются.
Ох ты врешь! Давай! Лед-то пробей. Заледенели сопли на мудях. Уйди с дороги, пес. И ты, собака. Давай, чемпион! И говорят, что тех, кто не соблюдает в бане обычаев, порют розгами. С легким паром, бабуся. Баня без веника это не баня, а русская баня всегда с веником. My hands, legs, head and soul are all separate. О! Фу! Собака. Ты ваш! Нет! 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 Анастасия! Анастасия! Ну что ты, барин, еще не все. Еще! Анастасия! Меня хотят убить! Анастасия! Анастасия! Не упрямься, барин! Париж! Париж! Отпусти! Еще! Баня, брат, русская баня, переведи, баня. Сауна. Во. Хорош. Да вы, блин, даете. С легким паром вас, друзья. Тут ты сказки.